Добрый вечер, друзья мои, точнее, доброй ночи. Сегодня с вами хочу поговорить о таком понятии, как приметы. Что такое приметы? И нужно ли следовать приметам, верить? Нужно ли запрещать себе что-либо из-за примет? И так далее, и так далее. Если мы говорим о том, что мысль материальна, и что человек, который постоянно думает об одном и том же, может к себе притянуть это одно и то же, тем более, если у человека энергетическая сила внутри есть, да, то тем более представьте, насколько материально действие. Мы своими действиями иногда пишем сценарий своей жизни. Многие писатели говорили о том, что, написав о чем-либо, они в свою жизнь привлекли это что-либо. Что в их жизни произошло то же самое, как по сценарию написанному их рукой. Если мы считаем, что человек пишет что-либо, да, сочиняет, то есть добавляет от себя, мы отчасти правы, но не совсем. Вся информация сохраняется вот в этих пластах, которые находятся, такие информационные такие слои, которые над нами есть. У кого-то есть способность вычитывать оттуда, эти люди называются колдунами, ведьмами, ясновидцами и так далее. У кого-то этой способности нету, и они обычные люди. Но вот этот пласт информации дает творческому человеку, вокруг которого образуется некая энергетическая такая плазма, откуда он вычитывает информацию. И то, что ему кажется, что он придумал, тот персонаж, да, на самом деле этот человек очень мог вполне жить несколько веков назад вот той жизнью, которую описывает писатель. Но, естественно, мы этого человека знать не знаем, и поэтому мы считаем, что это творческая фантазия данного человека, и как бы вследствие его таланта возникает вот этот образ. Я говорю это все к тому, что в нашей жизни мы очень часто, не понимая, шутим с судьбой, шутим с силами смерти, силами судьбы, с потусторонними силами, вот этими приметами. Например, когда играем в детстве в покойников, есть такие глупые игры, когда кто-то лежит, остальные как бы оплакивают в шутку, смеются. Детям это кажется смешным, но те дети, которые были в роли покойных, долго не живут. Они могут умереть до 30 лет, не дожив. Причем умирают катастрофически, попадая в аварии, в какие-то такие страшные передряги и уходя из жизни. Когда человек распространяет о себе слухи о том, что он умер, с определенной целью, может быть, скрываться, может, чтобы привлечь внимание к своей персоне, ну, всякое бывает. Есть и такие люди, которые считают, что вот таким образом они привлекают внимание, либо, не знаю, мстят кому, что они там делают, непонятно, но они пробуждают силу смерти в свою сторону. Такие люди, как правило, потом будут очень долго сопротивляться смерти, и, в принципе, в итоге смерть их забирает, если они не закроют вот эту дорогу, этот портал, который сами же открыли. Люди, которые позируют в каких-то, знаете, трагических таких сценариях художественных, люди, которые, например, позировали для художников как бы в роли бедняков, нищих и так далее, тоже долго не жили. Они как бы играют эту роль, понимаете? Они перенимают на себя вот эту роль по сценарию судьбы и начинают играть. То есть их судьба с этого момента становится судьбой того персонажа, которого они сыграли. Очень часто бывает, что вот даже актеры театра, кино признают, что есть роковые роли. Например, роль Ивана Грозного – это роковая роль. Все, кто играл Ивана Грозного, либо заболевали потом, ни с того ни с сего, да, либо умирали, даже не доиграв вот
его роль царя. Последний раз играл Ивана Грозного Евстигнеев, и он не сыграл до конца. Он на половине сериала умер. Если помните фильм «Ермак», он там играл Грозного. Но немножко как бы сценаристы поменяли, так, чтобы подогнать под это все, потому что уже великого актера, к сожалению, не было в живых. Но вот, пожалуйста, роковая роль. Роковая роль леди Макбет. Роковая роль в фильме, то есть в сценарии Гоголя «Мертвые души». Тоже роковая роль. Актеры стараются эти роли избегать. И вообще актеры это самые суеверные, наверное, люди. Потому что люди, которые прославились, они очень сильно боятся эту славу потерять. Они зависят уже от этой славы. Вот эти приметы, которые мы сами создаем, не осознавая того, что они могут на самом деле стать частью нашей жизни, что вот сценарий, который мы в шутку написали для каких-то целей, может на самом деле просуществовать, прожить своей жизнью, и мы потом расплатимся за эту шутку очень дорого. Задумайтесь, когда вам предлагают сыграть роль черта, сыграть роль демона, ведьмы, когда вам дают какие-то заговоры, которые вы должны как бы втиснуть в сценарий, потом прочитать так, чтобы выглядело натурально. Очень многие священники отказываются, например, в фильмах проводить обряд отпевания, либо обряд венчания, как бы для сценария. Это хорошо, на самом деле происходит ведь обряд, ритуал происходит, и люди, которые играют мертвых, в гробу лежат, это очень опасные роли. Люди, которые себе при жизни покупают землю, ставят памятник, покупают себе там или накапливают на свои похороны деньги, они как бы подготавливаются к этому и пробуждают силы смерти, прийти их забрать. Ну вот у меня уже все готово, можете прийти меня забрать, я уже готова, можно сказать так, да? Люди, которые приписывают себе болезни, которых у них нет, для того, чтобы вызвать жалость, либо внимание к себе, они со временем эти болезни зарабатывают. Люди, которые ставят в интернете фотографии животных, собирают деньги. Люди, которые ставят фотографии детей, больных. Почему в интернете я никогда никакие счета не ложу деньги, потому что там сплошной аферизм. Так вот, люди, которые зарабатывают через вот такие вот фотографии детей, которых они знать не знают, даже они собирают на счет якобы помощь этому ребенку, они уже изначально приговаривают свой род вот к таким болезням. Почему? Потому что если ты на себя это берешь, значит это к тебе и придет, и ты будешь это тащить, носить на себе. Будьте осторожны с приметами. Если у вас вот душа подсказывает, вот сопротивляется, не очень хочет сыграть эту роль, не очень хочет позировать этому художнику, не очень хочет в этом сценарии вот протиснуть что-то такое натуральное, но опасное, тоже те же самые заговоры, да, или какие-то заклинания, которые вы понимаете, что они от них веют очень сильной силой, лучше этого не делать. Та же самая Наталья Варлей, например, 100 раз пожалела, что сыграла в фильме «Вии», потому что по ее, ну, как бы она говорит, что после этого фильма у нее просто началась трагедия в жизни, и с мужем начались очень страшные проблемы. Потом муж ушел, то есть он умер, к сожалению, очень рано умер. Вот, и у нее жизнь, судьба не устроилась, и много-много бедствий на ее голову упало из-за этого фильма. Почему? Потому что те персонажи, которые были написаны Гоголем в «Вии», на самом деле существующие демоны, там говорились существующие заклинания, и ритуал проводился действительно по канонам именно демонического мира. И люди, не осознавая того, сыграли этот сценарий и на свою голову привлекли вот эти все силы. А так как они не умеют их ни изгонять, ни с ними сотрудничать, ни с ними какие-то вести контакты, то, естественно, они очень сильно пострадали. У них забрали жизненную энергию, силу, счастье и много другое. То, что мы работаем с этими силами, господа,
вы не знаете какое-то напряжение, как это нелегко нам приходится. Но нам дано разрешение с ними работать, и именно поэтому они нас не сжирают, не уничтожают, до поры до времени могут и это сделать с нами, если захотят. Если мы неправильно себя поведем. Но в любом случае хочу вам сказать, что у нас есть разрешение, нас привели к этому они сами, поэтому они нам помогают. Но люди, которые к этому миру не имеют никакого отношения, они приблизились к этому миру с помощью сценария, игры, позирования для каких-то там композиций, все такое и так далее, они могут очень сильно рисковать своим здоровьем, своим счастьем, иногда и своей жизнью. Так что будьте осторожны. Всего вам доброго и до свидания.